Я предлагаю пройти еще одно прохождение, связанное с получением оружия. Оно будет иметь место как, опять же, оружейный мастер, но тут будет еще и рыбак. В общем, оружейный мастер и плюс рыбак. Смотрим. А что надо нам делать в первую очередь? Нам надо, опять же, идти в таверну. Только на этот раз мы пойдем уже не к контрабандисту, а будем говорить с хозяином Здесь лучшее таверны. место для отдыха, клянусь вам. Хорошо, что вы заглянули ко мне, Петерблат. Как поживает полковник Бишоп? У меня к вам одно деликатное дело. Что же за дело у вас, уважаемый доктор? Дело житейское, мне бы не помешали на всякий случай несколько абордажных сабелей и пара пистолетов, дорогой друг. Вы ведь можете это устроить или указать на человека, который мог бы нечто подобное провернуть. Вы же знаете, в магазин идти нет смысла. Ну, разумеется, нет. Не можете или нет смысла? Ничем не могу помочь, доктор. Всего наилучшего. Не получается у меня, в общем, через тавернчика попробовать получить наводку на оружейного мастера. Наверное, с новым паком получается что-то пофикшено, либо вырезано, не знаю. Но у меня есть еще один вариант. Это найти торговца уличного. Я только не знаю, что за торговец. Так, Только ты, может я быть. Так, предложу уже вам ухожу. пули, Хорошо, что вы отлитые нанесли мне визит. именно Добрый для день, ваших доктор. врагов. Здравствуйте. Так, а ты чё? Ну что у вас ко мне, капитан? Да мне товар загораживается. Пшел. Понятно. А, чё, а это все торгаши, что ли? Короче, попробую пройти квест вот прямо сейчас. Через таверну. Через таверну именно вот так. Что вам налить, капитан? У меня к вам деликатное дело. Дело житейское. Мне бы не помешали на всякий случай несколько абордажных сабель и пара пистолетов, дорогой друг. Но вы можете это все устроить или указать человека, который мог бы нечто подобное провернуть. Вы же знаете, магазин мне идти нет смысла. Ну, разумеется, нет. Я разве не упомянул, что у меня для знающего человека найдется премия в размере, ну скажем, 1000 пиастров. Да и вспомните, как я лечил вашу дочь, не жалея своих сил и времени. Конечно, у меня есть то, что вам нужно, доктор Блад. Мистер Гриффин, которому вы не так давно вправляли перелом. По жизни старый оружейник. Его дом находится неподалеку от поместья губернатора Стида. Заходите к нему, уверен, он не откажет вам. Всего наилучшего. Вот наш знакомый дом. Давайте в него зайдем. Это дом оружейника. Мои руки. Какого дьявола ты Растут вваливаешься откуда без и стука, положено, проклятый? у нормальных Это вы, людей. доктор Блад. Добрый день, мистер Гриффин. Прошу прощения за бесцеремонное вторжение, но у меня к вам дело, не терпящее отлагательств. При всем уважении, доктор, кое вы бесспорно заслуживаете, провались к морскому черту в ваши неотложные дела. Сожалею, что застал вас не в лучшем расположении духа. Быть может, я могу вам чем-то помочь, после чего вы выслушаете? Помочь мне? Вы? Чем может своевольный раб помочь? Почему нет? Я нуждаюсь в вашей помощи и, похоже, предложить могу в данной ситуации разве лишь что помощь взаимную. Что ж, посмотрим. Дело в том, что сегодня ко мне зашел испанец. Он не назвал своего имени, но я по глазам понял, что человек этот готов на все. Не знаю, откуда он взялся и как попал в город, но ему нужно было оружие. Да, доктор, я испугался. А потому не могу обратиться к властям сейчас, потому что должен был сделать это раньше. Испанец отказался ждать, пока я изготовлю заказ, и взял мои образчики со стены, несколько абордажных сабель, длинноствольный мушкет и пару пистолетов. Треклятый испанский Боров. Он не оплатил оружие? К дьяволу оплату! На образчиках выгравировано мое имя. Если он вступит в бой с моим оружием в руках, кто-то обязательно это заметит, да и без боя его поймают рано или поздно. Меньше всего мне хочется кончить жизнь на рее. Если вы скажете мне, куда отправился испанец, я попробую решить вашу проблему. Взамен я лишь прошу отдать мне то, что забрал этот человек. Оружие с моим именем на клинке у испанца или раба?
Да, какая к дьяволу разница? Мы вместе будем висеть на центральной площади завтра к рассвету. Испанский главорез выпотрошит тебя, доктор, но меня это не касается. Верни мне образчики, я сделаю для тебя то, что ты просишь за 1500 пиастров. Он отправится в порт к рыбаку Хельсу, чей дом неподалеку от дома аптекаря. Не слишком ли много вы просите? Я без того рискую жизнью ради вашей репутации 1000 и не фунтом больше. Хорошо, поторопитесь. Вам не придется долго ждать. Так, в общем, надо выходить из дома. Я сторганулся до 1000 пиастров. Да, это дорого. Так, а я не понял, а дом рыбака вот здесь, что ли, получается? Большой улов, огромное Какого счастье, дьявола скажу я вам. вам сегодня надо? Защищайся! Спокойно, я Питер Блад, врач Бриджтауна. И я не причиню вам вреда. Врач? Что тебе здесь надо? Мне нужен был человек, чье бездыханное тело сейчас лежит у ваших ног. Желаешь отомстить за ублюдка-дружка? Давай, щенок! Вы слишком агрессивны, мистер Хельц. Я пропишу вам успокоительное. Дело в том, что я лишь хочу поблагодарить вас за облегчение моей задачи. Я здесь с целью извлечения какого-то имущества, которое этот мертвый господин имел неосторожность похитить у мистера Гриффина. Я не отдам тебе эти деньги. Ублюдок напал на меня, а вы просто хотите... Забрать оружие, коим наверняка воспользовался при нападении. Ничего больше. Его деньги по справедливости принадлежат вам. Можешь забрать. Ему, я думаю, они больше ни к чему. Благодарю. Какой злой чел. А, вот он, испанец. Я могу обыскать его? Обыск тела. Вот, пожалуйста. Вот и оружие у меня есть. Теперь выходим. Так, ну, нам обязательно надо вернуться обратно к оружейнику. Для того, чтобы отдать, мы все-таки договорились. Мои руки растут. Вы пришли откуда раньше, и чем я ожидал вас положено. увидеть. У Что нормальных произошло? людей. Вот ваши образчики, мистер Гриффин. Все до единого. Испанский головорез более не представляет опасности. Ну что же, меня даже не интересует, как вам удалось и многих ли вы убили в процессе. Сегодня через час точно такой же сверток будет готов для вас. А теперь попрошу меня оставить, предварительно, конечно, оплатив мой труд. Да, безусловно, дорогой мистер Гриффин, вот ваши деньги. Я зайду в назначенный час. То есть, ребята, что получается? В этом прохождении оружейный мастер и рыбак мы просто выкидываем деньги на ветер, получается, за оружие. Хотя в предыдущих 2 частях, которые я показывал, его можно получить просто на халяву. То есть, ну, не надо тратить лишнего денег, я бы так сказал. Можно получить их просто так. Кстати, ребят, есть еще один вариант при получении оружия. Это оружие должен дать нам уличный торговец. А уличный торговец, я как понимаю, именно вот этот. Хорошо, что вы нанесли При мне визит. диалоге именно с ним он нас весело приветствует. Доброе утро, доктор, здравствуйте. То есть, вот. Остальные все нас посылают, шпыняют, как какого-то кутенка. То есть, вот этот торговец выдает нам оружие при некоторых условиях. Во-первых, надо не настучать губернатору на солдат, которые нас в начале игры не пускали, получается, во дворец. При посещении дома аптекаря надо найти микстуру, и при выходе из дома, когда мы здесь выходим, аптекарю сказать, что мы нашли, нам ее не надо. То есть, короче, что я хотел сказать. При разговоре с губернатором нельзя стучать на солдат. При поиске микстуры в доме аптекаря надо ее мало того, что найти самому, и при выходе аптекарю сказать правду, что мы ее уже нашли. Тогда эти условия соблюдаются, и мы абсолютно бесплатно и не парясь, Хорошо, что вот вы у нанесли него мне визит. получаем оружие. Но я переигрывать всю игру не собираюсь, я просто говорю, что есть такой вариант. Ну, ребята, на этом серия у нас подошла к концу. Мы увидимся с вами в следующей серии. Оружие мы собрали. К побегу мы готовы. Ну, осталось только пару нюансов, конечно, уяснить. Но мы это сделаем уже в следующей серии.
Ссылка на плейлист, ребята, будет в описании. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчики. Увидимся в следующей серии. И всем пока. Не переключайтесь.